Всем привет! Сегодня в выпуске. Golden Лига, известные финалисты, победители Silver Лиги, кто они? Время танков, первый турнир в этом году, а также мастер-класс от левши. В Golden Лиге еще до завершения онлайн-части стало известно, кто же из команд поедет на LAN-финал. Все, что теперь может поменяться в верхней части таблицы, это взаимное положение участников. Поздравляем, Synergy! Вот уже 3 сезона подряд ребята зарабатывают свою путевку на LAN-финал в самый последний момент. В 12-м туре они одержали знаковую победу над командой Unique, которая тоже покушалась на 8-е место, счет 2-0. В остальном этот этап соревнований прошел без неожиданностей. В 13-м туре ESC одержали очень важную победу над Low Team 1 и укрепились на 7-й позиции в турнире. Фавориты сезона команда Na'Vi не без труда обыграла тузов со счетом 3-2. Проблемы возникли от того, что один из игроков Na'Vi, Кириллоид, не смог принять участие в матче. Тогда на помощь и призвали Powerslide, который играть совсем не собирался и вообще катался на лыжах в Андоре. Дима взял ноутбук, отправился в ближайшую закусочную и, превозмогая большой пинг и проблемы с Wi-Fi, крайне успешно совместил матч Golden Лиги с ужином. Вот что значит воля к победе. В Silver Лиге стали известны победители, которые уже вот-вот ворвутся в элиту танкового сообщества. Ими стали команды ISOC и Vplay. Ребята безумно рады попаданию в Golden Лигу и готовы немного рассказать о себе. Смотрим. Привет, я игрок и менеджер команды Vplay. Раньше наша команда представляла Clan Power, но перед третьим сезоном Silver Лиги нам предложила свою поддержку организация Vplay. Мы согласились и стали серьезнее относиться к игре. Как итог, попали в Golden Лигу. Сейчас мы активно тренируемся именно с командами Golden Лиги, такими как Low Team 1, Synergy и Node. Противостоять им у нас неплохо получается, поэтому надеемся, что займем топ-8 в новом сезоне. Приходите поддерживать нас. Пока! Команда Virtus.pro, триумфаторы финала Европейской лиги, опубликовали достаточно интересное интервью со своим игроком Just Cause. Какая атмосфера царила в городе Тыхи, как тренируются профессиональные киберспортсмены. Все это и многое другое читайте на сайте организации, ссылка в описании. 8 и 9 февраля пройдут финалы Североамериканской лиги. Примечательно, что среди финалистов есть и русскоязычные игроки. В следующих выпусках мы постараемся познакомиться с ними и узнать все самое интересное. Трансляцию второго дня финалов на русском языке смотрите на сайте vgleague.ru в ночь с 9 на 10 февраля. Начало в привычное для всех тех, кто ненавидит сон, время 4 часа утра по Москве. Первый в этом году финал турнира «Время танков» пройдет 22 февраля в Саратове. Подобные мероприятия уже давно собирают под своей гидой большое количество игроков, а с некоторых пор в этих турнирах не могут принимать участие профессиональные киберспортсмены. Так что если вы живете в Саратове или неподалеку, у вас есть реальный шанс побороться за главные призы. Не пропустите! И на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и не забудьте посмотреть очередной мастер-класс от левши. Всем привет, с вами Левша. После длительного перерыва наступило время новых мастер-классов. И в ближайшее время вас ожидает обзоры карт, разбор техники, советы от топовых игроков. В общем, много нового и интересного. Сегодня мы поговорим про карту Утес. А точнее я расскажу, как можно удачно занимать позиции с нижнего респа. Недалеко от базы есть позиция, с которой вы простреливаете подъем на гору, и зелень. Если же вражеские танки находятся на 5-й линии, они у вас не в простреле. Также с этой позиции можно законтрить раш по первой линии. Если вы едете меньшим количеством танков по второй линии в начале боя и пытаетесь подняться, вражеские средние танки вас могут законтрить. Если же вы решили подняться через вторую линию и поднялись удачно, но на подъезде вас засветили, то при подъеме уходите сразу направо, так как вас могут прострелить вражеские танки с С5. Если вражеский танк отсутствует на С5, то вы выезжаете и начинаете стрелять. По танку, который находится на подъеме, вы стреляете без засвета, так как между вами дерево. Если же вы решили прострелить танк, который находится снизу зелени, то после выстрела вы обязательно попадете в засвет. Не жадничайте, нанесите 2 выстрела с уроном и убегайте. На G2 имеется так называемый балкон, с которого можно контролить сразу 3 направления атаки. Первое – это 5-я и 6-я линия. Вы можете простреливать подъем на гору, танк, находящийся в зелени, и танк, который едет по 5-й линии. А также вы можете отстрелить танк, который едет по 3-й линии.
Но не забывайте, после того, как вы попадете в засвет, вас могут простреливать танки, которые находятся в зелени. Вы также светите танки, которые едут по первой линии. Вы их просвечиваете и можете наносить по ним урон. Заехать на маяк, не получив урон, можно таким образом. Поднимаясь по этой дороге, маловероятно, что вас могут прострелить. Заехав на маяк, вы встаете так, чтобы маяк был справа от вас. Тогда танк, находящийся на А5, не сможет по вам стрелять. С этой позиции вы сможете встретить танк, который выезжает на F3, и прострелить танк, который выезжает на E3. Если же вы хотите пострелять по танку, который находится на D5, C5, то делать это надо аккуратно. Выезжать надо, используя рельеф. Вы занимаете эту позицию и за счет башни расстреливаете танк, который находится на D5. Не забывайте, эту позицию можно занимать только в том случае, если вы уверены, что нет вражеского танка на третьей линии. В начале боя можно агрессивно за маяком проехать в квадрат C8, встать у камня и убить танк на подъеме. На этой позиции могут отыграть сразу 2 1390. При этом вас никто не сможет простреливать. С этой нычки хорошо контрить танки, которые выезжают по третьей линии. До выстрела вы не в свету. После того, как они выехали, можете начать по ним стрелять. Если же по вам открыли ответный огонь, вы просто можете спуститься вниз. В начале боя вы можете встать в этот куст и засветить все танки, которые едут на центр, в зелень и за маяк. Вот таким вот получился у нас нижний респ на утесе. В следующем выпуске мы разберем с вами верхний респ. Не забывайте оставлять комментарии, каким вы хотели видеть мастер-класс и с темами для новых выпусков. На этом все. Всем пока. А точнее, прострелы и вот таким вот и хорошие позиции. Смотрим. Привет. Привет, здорово, чувак. Здорово, чувачок. Семки есть?